Вчера был День Святого Валентина, и я как раз была во Франкфурте, встретилась со своей подружкой, и мне один мужчина написал, типа, привет, а ты не хотела бы сегодня встретиться, если у тебя есть время? А я думаю, да, я как раз во Франкфурте, у меня есть время, ну почему нет? И я ему говорю, что да, могли бы встретиться. Он такой, когда ты будешь свободна, я пишу в 6 вечера, примерно. И он такой, ну, я освобожусь только в 8 вечера. Наверное, какое-то свидание с кем-то, знаете, День Святого Валентина все-таки. Думает, ну, в 8 я как раз буду свободен. И он говорит, ты могла бы меня подождать. Ставь лайк, если тоже считаешь, что девушка не должна никого ждать. И подписывайся на канал. От каждой новой подписки я вся феерически тащусь. Продолжу свой рассказ. Я пишу, что? Я тебя буду ждать 2 часа? Что я буду делать? Ну, сходи на шопинг, ты же женщина, все женщины любят ходить на шопинг. Это вообще неадекватно. Вообще. И я, типа, ему написала, я не буду тебя ждать. И он такой, послушай, я делаю 90% всего, и я хотел бы получить от тебя хотя бы 10% каких-то усилий. Я пишу, какие 90% ты делаешь? То, что ты мне пишешь в WhatsApp, спрашиваешь, как мои дела, это не 90%, это даже не 1%, это 0 усилий, это даже не bare minimum, это, я не знаю, что это. И он такой, 90%, а ты хотя бы 10 делай процентов. Ты должен 100% делать. И тогда уже, если я заинтересуюсь, я, может быть, тебе какой-то 1% тоже буду делать, но это просто кринж. Ну, подожди меня 2 часика. И знаете, что он мне сказал? Что если ты, типа, меня не хочешь ждать, значит, для тебя не так важна наша встреча. Да мне плевать на нашу встречу, просто плевать. Я просто во Франкфурте, и у меня есть время, и я с тобой могла бы встретиться. Нет, так нет, я себе поеду домой, и все. Ты мне 300 лет в обед не нужен. Значит, для тебя не так важна наша встреча. Конечно, не важна, мне все равно, не ты, так кто-то другой. Или вообще никто, мне вообще без разницы. Такие мужчины странные, возомнили о себе, не знаю что. Вчера был День Святого Валентина, и я видела кучу мужчин с цветочками, все шли к своим женщинам, такие радостные, довольные, и я ни разу в жизни еще таких убогих букетов не видела, даже это букетом не назовешь, просто, не знаю, бурьян. Мужчина, Тюбик, напиши в комментариях, как давно ты своей насадкой на буй дарил букет из бурьяна. Ну, он идет, у него одна роза в целлофане, и какое-то там сердце такое пластиковое внутри. Или он идет, у него 3 розы, и там вот так 2 ветки гипсофилы. Ну как можно своей любимой женщине подарить такое убожество? Это неуважение и жлобство просто, по-другому я это назвать не могу. Вот я сидела в метро, напротив меня сидел парень, у него вот так 2 розы в какой-то отвратительной упаковке, и конфеты такие Милка, самые дешевые, ну пиздец. И вы говорите, главное внимание, не подарок. Нет, это придумали люди, у которых нет денег или которые не хотят тратить деньги на подарок. Как можно просто такое подарить? Я в жопу ему засунула этот цветок. Просто трэш. Слава богу, что у меня нет парня, и я в этот день была одна и не получала такого ужасного подарка. Всем приветик, я хочу вам показать, какие цветы мне подарили на День Святого Валентина. У меня нет бойфренда, у меня нет отношений, но цветы мне подарили. Посмотрите. Честно, ну, не очень мне нравится такой вариант цветов, потому что он, конечно, большой букет, но тут напихано все подряд. Я такое не люблю. Эй, самка-женщина, расскажи в комментариях, тебе тоже не нравится, когда тебе напихивает мужчина все подряд? Но вы знаете, от кого этот букет? Сейчас я вам его покажу хорошо. Этот букет от мальчика, от парня, вернее, с которым я ни разу в жизни не виделась. И он живет очень-очень далеко. Он мне написал записочку. Типа Happy Valentine's Day Beauty. И от кого написано. Он живет очень далеко, мы с ним пару раз переписывались, и он мне отправил букет цветов, вы прикиньте, просто чтобы меня порадовать на День Святого Валентина. Я просто в шоке, и мне так приятно, хоть мне цветы не нравятся, как они выглядят, честно, но я буду честной, но мне безумно приятно, это называется, знаете, пахнет как мужчина, вот настоящий поступок. Вот так вот, девочки. Помните, я ходила на Тенерифе с испанцем на свидание, не с испанцем, а откуда он, с Колумбии. Прикиньте, он мне вот пишет каждый день, я вернулась уже как неделю
в Германии, он мне каждый день пишет: Мария, my love, просто я тебя видела 2 раза в жизни, мы просто пошли в клуб и в бар, ну 1 раз в баре были, 2 раз в клубе были, он мне пишет: my love, sweetheart, ты такая beautiful, ты самая лучшая, я так рад, что я с тобой познакомился. Я думаю, мужчина, вы что-то перегибаете палку. И он такой пишет: хочешь, я приеду к тебе в Германию, или приезжай ко мне опять на Тенерифе, или давай где-то встретимся в другой стране. Я вообще в шоке. Вот это влюбився хлопчик, прикиньте, вот закохався. Как вы, конечно, как в меня можно не влюбиться в такую красавицу? Я думаю, что это невозможно, поэтому очевидно. Просто, я не знаю, я отвыкла от такого. Вот немцы себя так не ведут, а он прям... Я пишу, я иду в спортзал, он такой: какая ты умничка, ты такая молодец, у тебя такая красивая спортивная фигура, правильно, что ты занимаешься спортом, ты просто самая лучшая. Я думаю, у тебя все хорошо с головой, просто я не знаю, что делать. Или он так меня хочет как-то закадрить, или он на самом деле такой. Я не знаю, я не понимаю. Подписывайся на канал, и ты узнаешь, присунул ли мне испанец в финале отпуска. Ох, эти романтики!